So now we will begin the story of Gopakumar. Итак, сейчас мы начнем историю Гопа Кумара. Brihad Bhagavatamrita has two parts. Брихад Бхагаватамрита состоит из двух частей. First part, Narada Muni is the Parivrajak. He is traveling all around the universe, searching for that the recipient of the mercy of the Lord. В первой части Нарада Муни, это Привраджакачарья, он путешествует по всей вселенной и ищет того, кто получил наибольшую милость Господа. Parivrajak means traveler. Паривраджик означает путешественник. That's what I said. You said Parivrajak. Привраджакачарья. Yeah, that's a difference. Нет Of course, разницы. Narada Muni is an acharya, but here we consider he's a Parivrajak. He's a traveler. Разумеется, Нарада Муни он ачарья, но здесь мы имеем в виду, что он привраджик, то есть он путешественник. And then in the second half, Gopakumar is the Parivrajak. А во второй части книги привраджиком, путешественником является Гопа Кумар. And he's not searching for the most advanced devotee, but he is going through his own personal development, own personal spiritual development. Он уже не ищет наиболее возвышенного преданного, а он ищет своего собственного духовного прогресса. And he's progressing from one level to the next, going higher and higher. И он поднимается с одного уровня на другой, идя все выше и выше. So he ends up going to Goloka Vrindavan. И заканчивает он тем, что попадает на Галоку Вриндавана. But he was born in Vrindavan near Govardhan. Но он и родился во Вриндаване, который возле Говардхана. And he meets his spiritual master, who gives him a mantra. И он встречает своего духовного учителя, который дает ему мантру. And he chants the mantra. И он повторяет эту мантру. And in this way he makes advancement. И благодаря этому он совершает продвижение. And he goes to Jagannath Puri and Indraloka. И он попадает в Джаганатха-Пури, потом на Индралоку, He goes to Maharlok, Janalok and Tapalok. на Махарлока, Джаналоку и Тапалоку, And he goes to Brahmalok. затем на Брахмалоку, And he meets Lord Vishnu, who resides there. затем он встречает Господа Вишну, который живет там. Lord Vishnu resides in Brahmalok. Господь Вишну живет на Брахмалоке. And Lord Vishnu suggests that he go back to Vrindavan on the earth. И Господь Вишну предлагает ему, что отправляйся обратно в Вриндаван на земле. Right? So we can see how elevated is Boma Vrindavan. И отсюда можно увидеть, насколько же возвышен Бхаума Вриндаван. And then he performs sadhana there. И затем он совершает там свою садхану. And then later he's transferred up to the spiritual world. И позднее он поднимается в духовный мир. He goes past the coverings of the universe into Brahmajyoti. Он преодолевает оболочки Вселенной, попадает в Брахмаджьоти. He sees Lord Shiva riding on Nandi with his entourage coming downwards as he's going up. He's past entourage, his group of followers. И он видит Господа Шиву, восседающего на быке Нанди, который своим окружением спускается вниз, в то время как сам он движется вверх. He says, "Oh, who's that?" И он говорит, кто это? And the devotee says, "You don't know who it is?" Преданный говорит, ты не знаешь, кто это? It's Mahadev, Это же Махадева, the greatest of all the demigods. величайший из полубогов. So he goes further. И он идет дальше. He praying to Lord Jagannath in his heart that he doesn't get lost and merge into the Brahman. В уме, в сердце своем молясь Господу Джаганатхе о том, чтобы он не потерялся и не растворился в этом брахмане. Then he goes to Vaikuntha Loka. И он попадает на Вайкунтха-локи. And he finally meets the Supreme Lord in the spiritual И world, наконец Lord Narayan. встречает Всевышнего Господа Нараяну в духовном мире. And he says, "Gopal, Gopal, И он обращается мой к нему. друг!" Гопал, Гопал, мой друг. And the servants of Lord Vishnu say, "Shh, тихо, тихо, не говори, как так? И слуги Господа Вишну говорят ему, тихо, тихо. Don't speak like that. Никогда не говори больше так. He is the Supreme Это Lord." же Всевышний Господь. And he says, "Oh,
Извините, пожалуйста. So, Lord Narayan is very happy to see Gopakumara. И Господь Нараяна очень рад видеть Гопакумара. And especially he likes to see the flute. Gopakumara has a flute. He's a cowherd boy И from особенно Govardhan. ему нравится флейта. У Гопакумара с собой флейта, он же мальчик-пастушок с Говардхана. And so Lord Narayan takes the form of Krishna to satisfy Gopakumar, И who likes Господь Krishna. Нараяна принимает форму Кришны, чтобы удовлетворить Гопакумара, который любит Кришну. And so Gopakumar becomes very happy И to see Гопакумар his становится Lord очень Madan счастлив, Gopal, видя своего Господа Мадана Гопала. his own Lord that he Это loves. его Господь, его. So, but still somehow it doesn't satisfy him Но так или Because- иначе это еще не удовлетворяет его. because the intimate exchanges are missing in Потому что Vaikuntha. здесь, на Вайкунтхе, не хватает сокровенных взаимоотношений. The Lord does not embrace him Господь не может обнять его, or speak to him не in может a very поговорить с ним informal way, неформальным образом. you know. And plus, there's always so many servants around fanning И him кругом всегда столько слуг, которые омахивают and его, making offerings to him. и and совершают bowing подношения, и скланяются перед ним. And it just doesn't quite. And there's always this, royal opulent paraphernalia, И эти big palace, and атрибуты big царского throne. богатства, огромный дворец, огромный трон. So he doesn't feel. He feels a little bit discouraged. И он чувствует себя немножко разочарованным из-за всего этого. So then he's encouraged to come back to the earth again. Oh, I'm sorry. He goes up to. He's recommended to go to Dwarka to see Krishna. И тогда ему рекомендуют отправиться в Двараку, чтобы увидеть там By Кришну. Narada Muni. Нарада Муни ему Yeah. советует. It says that somehow this is Vaikuntha. Everyone's happy here. This is the place of no anxiety. But your face is so pale and you look so disappointed. Он говорит ему, это же Вайкунтха, место лишенное беспокойств, а у тебя лицо такое печальное, разочарованное. And it's not right. Ну, это There's something неправильно. not quite right. Что-то здесь не так. And then he takes Gopakumar aside. Come with me. И он берет To the Гопа side. Кумара, пойдем со мною. And he explains to him that actually there's another place И он объясняет ему, что есть и другие места, higher than this place. выше, чем это. Это секрет. Don't tell anybody. Но это не говори никому, это People секрет. in Vaikuntha, they don't know about this higher place. Люди в Вайкунтхе не знают про более They высокое think that место. this is the highest Они place. думают, что это и есть самое высокое место. But the place where you'll be satisfied, the place where your Lord is to be found, is Goloka Vrindavan. Но место, где ты будешь удовлетворен, место, О. где находится твой Господь, это Галока Вриндавана. Well, he first recommends him to go to Dwarka first. That's Но вначале он рекомендует ему отправиться в Двараку. So he stops in Ayodhya on the way up. По дороге вверх он останавливается в Айодхе, He meets Lord Ram, встречает там Господа Раму, and then he goes to Dwarka. и затем уже отправляется в And then Двараку. he meets Krishna there. И там он встречает Кришну. But still, there's the same opulence surrounding Lord Krishna. Но там опять такие же богатства вокруг уже Господа Кришны. And Krishna also doesn't embrace him. And И Кришна опять-таки не может его обнять. Uddhava's there when they meet, and he kind of keeps things rather formal. Там Удхва находится, и когда они встречаются, все происходит довольно формальным образом. Because when Gopakumar sees Krishna, he faints. Когда In- Гопакумар видит Кришну, он падает в обморок They're in the big assembly hall, в большом зале для собраний. Sudharma Assembly Hall. Называется Судхарма, этот зал собраний. And so Uddhava sees that Krishna is going to come and pick up Gopakumar and embrace him. So he says, "No, no, my lord," and Uddhava picks up Gopakumar. И Удхва видит, что Господь Кришна собирается сейчас подняться, подойти к Гопакумару, обнять его и поднять. Но Удхва говорит, нет, мой Господь, подожди, он сам поднимает Гопакумара. So
gradually he also feels dissatisfied in this place too. И постепенно он начинает чувствовать неудовлетворение также и в этом месте. And Uddhava and Narada suggest that he go to Goloka Vrindavan. И Удхава и Нарада предлагают, чтобы он отправился на Галоку Вриндавана. And so he agrees. И он соглашается. But in order to get there from Dwarka, he has to come all the way back to the earth. А для того, чтобы попасть туда из Двараки, он должен снова проделать обратно весь путь на землю. And perform more sadhana. И еще посовершать садхану. In the mood of spontaneous love. В настроении спонтанной любви. And then he meets his spiritual master again. Затем он снова встречает своего духовного учителя, Who gives him some further instructions который дает ему еще дальнейшее наставление и благословение. And so he's in a kunj in Vrindavan, the same place where he met his guru. Он находится в Кунже, в Вриндаване, в том месте, где он встретил своего гуру. And then he's transported up to Goloka Vrindavan. И затем он поднимается вверх на Галоку Вриндавана. There he meets the Supreme Lord. Там он встречает Всевышнего Господа. And we will describe what happens. Мы опишем, что произойдет при этом. But then Srimati Radharani makes a special request of him that he go back to the earth and preach and deliver a very dear devotee of hers, a Brahmana from Mathura named Jana Sharma. Но Шримати Радхарани есть к нему особая просьба. Она просит, чтобы он спустился на землю и там проповедовал и освободил одного ее очень дорогого преданного, брахмана из Мадхуры, которого зовут Джану Шарма. So of course Gopakumar agrees to do this because he knows that if he pleases Srimati Radharani, then his Lord Madan Gopal Krishna will also be pleased. И, конечно, Гопакумар соглашается на это, поскольку он знает, что если он удовлетворит Шримати Радхарани, то его Господь Мадан Гопал тоже будет доволен. Actually, Krishna says to Narada in the Naradiya Purana that Satyam Satyam Punah Satyam Satyam Eva Punah Punaha. That I tell you the truth, the truth, again, again and again. Я скажу тебе истину, 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 снова, снова и снова. Vina rara prasadena mat prasadat na jayate. That without the mercy of Srimati Radharani, you can never attain my mercy. Без милости Шримати Радхарани ты никогда не сможешь обрести мою милость. So Gopakumar very enthusiastically comes back to the earth to save the Brahman. И Гопакумар с великим энтузиазмом отправляется обратно на землю, чтобы спасти этого брахмана. And he meets him and begins to accept him more or less as a disciple. И он встречает его и принимает его более-менее как своего ученика. And he describes to him his experience. И он описывает ему свой опыт. How he got to the spiritual world and what happened when he went there. Как он поднялся в духовный мир и что происходило по дороге туда. He says that when even by remembering the high states of ecstasy I feel embarrassed. So what to speak of telling it to another person? How can I do that? Он говорит, что даже просто вспоминая те высочайшие степени экстаза, которые я чувствую смущение, что и говорить о том, чтобы рассказывать об этом другим. I spent my days and night crying in distress. Я провожу мои дни и ночи, плача в несчастье. I couldn't understand whether the practice I've been performing would bring me to the highest point of ecstasy or throw me into the ocean of distress. Я не могу понять, какие виды практики, совершаемые мной, могут поднять меня до этой высшей точки экстаза или бросить меня в океан горя. I had no way of determining whether I was residing in the flames of a forest fire or in the cool, clear waters of the Jamuna. Я уже не могу понять, нет возможности понять, нахожусь ли я внутри пылающего лесного пожара или в прохладных водах Ямуны. Sometimes I thought that I was thrown into the hands of a great cheater.
Иногда мне кажется, что я попал в руки великого обманщика. And I stayed in that grove in Vrindavan for a long time, feeling great separation from И я Madan Gopal, my остаюсь в Lord. этой роще во Вриндаване, чувствуя великую разлуку с моим Господом Мадана Гопалом. In this way I was drowning in an ocean of sorrow. И таким образом я нахожусь погруженным в океан горя. And when I fell unconscious, И когда я падаю без сознания, my Lord Madan Gopal came to me. мой Господь Мадана Гопала приходит ко мне. And he revived me with the beautiful fragrance of his body. И оживляет меня изумительным ароматом своего тела. Krishna is very expert at reviving his devotees. Кришна очень искусен в том, как оживлять своих преданных. When they're in a swoon of, even when they're unconscious. Даже когда они находятся без сознания. So Gopakumar awoke from his swoon and he saw this yellow dhoti and beautiful lotus feet of Shyamasundar. Гопакумар пробуждался от своего бессознательного состояния и видел это удивительное желтое тхоти и лотосные стопы Господа. And he tried to grab the Lord. И он пытался схватить Господа. But the Lord jumped back and ran around him. Но Господь отскакивает назад и бежит вокруг него. And Gopakumar stood up in great respect and he started chasing after the Lord. С великим почтением и пытается бежать за Господом. And the Lord quickly jumped back and ran behind some bushes А and Господь disappeared. прыгает назад за какие-то кусты и исчезает. And Gopakumar chased after him, looking here and there, all around that И Гопакумар grove. бежит за ним, ищет и тут, и там, везде, повсюду, But he couldn't find him. но не может найти его. And his heart just exploded И in feelings сердце of love. его просто взрывается от чувств любви. And he fell down unconscious И он into the Jamuna. снова падает без сознания в Ямуну. And he was carried away by the current of the И его Jamuna. несут, уносят волны Ямуны. He hadn't fainted on a material platform, but he was in prema, feeling ecstasy. Это не какой-то материальный обморок, он находится в состоянии премы. So, but he looked around and he saw what was happening to him, that he was in the Jamuna. Но он смотрит вокруг, пытаясь понять, что произошло с ним, и он находится в Ямуне. And suddenly he was picked up on a kind of transcendental aircraft. И затем его поднимают на какой-то трансцендентный воздушный корабль. And he was started traveling upward very fast, faster than the speed of mind. Подниматься вверх очень быстро, быстрее скорости ума. And he went up past the layers of the universe, И он прилетает оболочки Вселенной, past the Brahmajyoti, прилетает Брахмаджоти, past Vaikuntha and Ayodhya, минует Вайкунтха и Айодхью, past Dwarka, минует Двараку, and finally he arrived at the shining и, наконец, topmost planet of the universe, он Goloka прибывает Vrindavan. на сияющую высшую планету Вселенной Галоку Вриндавана. And he recognized the other places because he had been to all of them И он before. может узнать все остальные места, поскольку он был там. So he arrived in Mathura Mandal, and he told the Brahmin that place is exactly like this place here, the Mathura here on earth. Он впадает в Мадхура Мандалу, и он говорит Брахману, это место там в точности подобно этому месту Мадхури здесь. Everything appears the same there. Все кажется таким же. That the people look the same, Люди выглядят так же. the buildings and the trees are the same. Здания, They look the деревья same. такие же, выглядят так же. The people speak the same language. Люди говорят на том же языке. They don't speak Sanskrit Не there. говорят на They санскрите. speak Brijabhash. Говорит на Бриджабаше. They have the same customs and habits, У них такие же привычки, обычаи. and they have the same kind of love towards their Lord. И у них такая же любовь к их Господу. So this is an important point, because it means that when you go to Vrindavan and you meet people who live there, that whatever you can extract from them or assimilate from them, you can keep that and use that to your advantage when you go to the spiritual world.
Это означает, что когда вы попадаете здесь, в земной Вриндаван, и общаетесь с людьми, живущими там, то, что вы сможете получить от них, станет вашим ценным багажом, который пригодится вам, когда вы отправитесь в духовный мир. So it's more than just a cultural experience going to Boma Vrindavan. Поэтому попасть в земной Баума Вриндаван это намного больше, чем просто какой-то культурный опыт. It's a spiritual experience. Это духовный опыт. And I experienced this myself, especially a few years ago when I had the opportunity to live in the house of a Brijabasi. И я сам испытывал это, особенно несколько лет назад, когда у меня была возможность пожить в доме Бриджабаси. And I was traveling usually on the local transportation packed in with all of the Brijabasis. И я обычно путешествовал на местном транспорте, Tempo, they call it. упакованный там вместе со всеми местными Бриджабаси. Они называют это темпо, этот вид микроавтобуса. And I had a lot of exchanges with the Brijabasi people. И у меня было много общения с местными And I saw how Бриджабаси. the families lived. Я видел, как там живут семьи. Very similar to the way that, you know, people lived there thousands of years ago. It hasn't changed very much. Похоже на то, как люди там жили и 1000 лет назад. Не так много изменилось. The only slight difference is that they have electricity. Единственное отличие в том, что у них электричество появилось. But most people, they don't have a telephone, and Но у большинства людей там нет телефонов. they have cows. У них есть коровы. And in the morning they milk the cow. По утрам они доят коров. And they put it in a pot. И молоко собирают в горшок. And then they make yogurt from that. Из него они делают йогурт. And then next day, the wife of the home, she churns with these ropes. На следующий день with a piece of wood that has hands on it. Хозяйка этого дома, она начинает сбивать, and she sings сбивать songs этот about йогурт Krishna. Специальной веревкой, при этом поет песни о Кришне. Yeah. Very similar. So I started to feel and understand the mood of the people there. Я начал чувствовать и понимать настроение людей, живущих там. And therefore when I went out on the streets, I saw them differently. I could understand them more. И поэтому, когда я выходил на улицы, я видел их уже иначе, я больше мог их понять. And they could perceive that my consciousness was also different. И они могли понять также, что мое сознание отличается. Not that all the people knew me, but they know what foreigners are usually like. Они знали, какими обычно бывают иностранцы. And they reciprocated with me in И a поэтому different они way. отвечали мне иначе. And you'll notice that too if that happens to you. И вы тоже это заметите, если будет с вами происходить. Vrindavan is a special place that when you're in a very devotional, humble mood, the local people immediately perceive it and they say Jai Radhe and they smile and they reciprocate you. But if you walk around, if you're in Maya, you know, you've been sleeping all day and whatever, then it's people they deal with you in a different way. Вриндаван — это особое место. Если вы идете по нему в таком очень смиренном настроении преданности, то они будут чувствовать это, они будут улыбаться вам, говорить Джай Радхе. Но если вы идете и вы в мае, вы спите целый день, то они и обращаться с вами будут совершенно иначе. They even sometimes bow at the waist, Jai Maharaj, Radhe Shyam. Так они иногда могут склониться на дороге перед вами, Джай Махарадж, Радхе Шьям. So, Gopakumar heard that Kamsa was the ruler of the sole ruler of Mathura. И Гопакумар слышал, что Камса является правителем Мадхуры. And the people were kind of afraid of him, naturally. И люди, естественно, боятся его. You know, and the Yadavas couldn't relax and be themselves. И ядовы не могут расслабиться и быть сами собою. In fact, many of them left Mathura. На самом деле, многие покинули Мадхуру. Some of them stayed, like Akrura. А некоторые таких Акрура остались. And like acted as Kamsa's servants. И действуют как слуги Камсы.
because you had to surrender to the ruler, right? Потому что вы должны My way or the highway, as we say. предаваться правителю. Как говорится, мой My путь way or the является... highway. Kamsa is an authoritarian ruler. Мой путь — это высший путь. He's the Bolshevik начальник. Камса такой Матурий. авторитарный правитель. So Gopakumar took his bath in Vishramghat, and then he decided to go immediately to Vrindavan. Гопа-кумар принимает омовение в Вишрамгате и решает немедленно отправиться в Вриндаван. And that's what we should do when we go to Mathura Mandal. We go to Mathura and we take bath in Vishramghat. Lord Chaitanya did that. And then go to the forest of Vrindavan. И это то, что мы должны делать также, когда мы попадаем в Мадхуру. Мы должны принять омовение в Вишрамгате, Господь Чайтанья делал так же, и потом сразу отправиться в лес Вриндавана. So Gopakumar is explaining to his disciple that, so I saw that in Vrindavan things are going on just like on this earth. И Гопа-кумар объяснял своему ученику: я видел, что во Вриндаване там все происходит так же, как и здесь, на земле. The sun is rising and setting every day. Солнце встает и опускается каждый день. The moon's there. Full moon. Луна, полная луна. And you know, there's the seasons. Есть времена года. And he described, you know, the people speak the same language, they dress the same. Люди говорят на том же языке, одеваются так же. So, and I saw some men there who looked like cowherd men. Я видел там каких-то людей, которые похожи на пастухов. And there were some elderly ladies picking flowers in the forest. И пожилые женщины там собирают цветы в лесу. And these people look different from any people I ever saw before. И вот эти люди отличаются от любых людей, которых я встречал когда-либо раньше. It seemed that someone had stolen the wealth of love of their hearts. Казалось так, что кто-то похитил сокровища любви из их сердца. And left them helplessly in love with him. И оставил их в безнадежной любви. Just by seeing them, I started to feel the same kind of love that they had. И просто видя их, я стал испытывать такую же любовь, как и они испытывают. But I tried to control myself and ask them some questions. Но я пытался совладать с собой и задать им какие-то вопросы. I asked that, who is the ruler of this place and where does he live? Я спросил у них, кто правитель этих мест и где он живет. Which road leads to that place? И какая дорога ведет к этому месту? Said, my dear sirs, you are most fortunate. So please tell me, answer these questions. Я говорил: о мой господин, ты самый удачливый, пожалуйста, ответь мне на эти вопросы. Even if just by some gestures, silent gestures. Даже хотя бы просто молча, жестами. Because the people that he spoke to, they didn't respond to him. Потому что люди, к которым он обращался, не отвечали ему. They ignored him. Они просто игнорировали его. So he thought, maybe they're deaf. Он думал, может быть, они немые. Maybe they can speak with their hands. Но может, они хоть руками могут говорить. But then as he kept speaking, so he spoke loudly, my dear sirs. Он так говорил громко: мой дорогой господин. Bo, bo, he would say. Which means, oh, my dear sir, respectfully. О мой господин, так с почтением. But they didn't even acknowledge him. Но они его даже не замечали. Then he realized that they were just absorbed completely. И тогда он понял, что они полностью поглощены чем-то на другом уровне. And he said that, oh, please hear me. Certainly, you must be under the spell of that great cheater also. И он сказал им: о, послушайте, вы должны быть тоже попали под власть этого великого обманщика. So I went here and there, looking and speaking to different people. И он ходил там и сям, разговаривая с разными людьми. And I came closer and closer to where the pasturing grounds. Он говорит: я подходил все ближе и ближе к пастбищам. I looked all around and I saw a town, a very sweet, beautiful town in the distance. И я огляделся вокруг и увидел прекрасный, замечательный город на некотором расстоянии.
sweeter place than any of the other cities that I've ever gone to. Это было более прекрасное место, чем любой другой город, который я уже видел. Even sweeter than Vaikuntapuri or Ayodhyapuri or Dwarkapuri. Он был даже прекраснее, чем Вайкунтхапури, Айодхьяпури или Дваракапури. So Gopakumar made his way towards this place. И Гопа Кумар направился к этому месту. And as he came closer, he heard some songs. The ladies were singing songs and churning butter, and they're jingling. And I felt some great ecstasy arising in me, but I tried to subdue that. И я почувствовал, как великий экстаз поднимается во мне, но я пытался его подчинить. There was an old man sitting and with great emotion, crying, sobbing, Krishna, Krishna, with a very deep voice. Пожилой человек сидел там, и с глубоким чувством он повторял «Кришна, Кришна» таким глубоким голосом. And as soon as I came close to him, I started, when I heard him chant these names of Krishna, then I fainted in love. И когда я услышал, как он так воспевает это имя Кришны, я упал в обморок от любви. Then that very compassionate man, he revived me. И тогда этот исполненный сострадания человек пробудил меня к жизни. And I ran towards the gates of that town, and I entered the gates of that town, and I sat down on the side. И я побежал к воротам этого города, я вошел в ворота и сел там. There I saw many amazing things that I never have seen before. И там я увидел много замечательных вещей, которых я никогда не видел раньше. The people seemed, I couldn't distinguish whether the people were crying out of great distress or feeling great joy. Я не мог понять, эти люди плачут от великого горя или испытывают великое счастье. This is the same thing he experienced for himself. Это примерно was explaining before. то же, что он испытывал и в отношении самого себя раньше. In the spiritual world, there's no material happiness or material distress. В духовном мире не существует материального счастья или материального горя. Material happiness and distress are based upon one's own sense gratification. Материальное счастье и горе основаны на нашем собственном наслаждении чувств. But in the spiritual world, the people are completely pure. They have no interest in sense gratification. Но в духовном мире люди абсолютно чисты, у них нет никакого интереса к наслаждению чувств. In fact, they don't even have material senses. They have spiritual. У них даже вообще нет материальных чувств, у них духовные чувства, духовные тела. So there's no happiness and distress as we know it in this world. Поэтому там нет такого счастья и горя, как мы знаем их в этом материальном мире. But the people there were experiencing great emotions nonetheless. Но тем не менее люди, живущие там, испытывают величайшие эмоции. But Gopakumar couldn't distinguish, are they in ecstasy or are they suffering greatly? Но Гопа Кумар не мог понять, они в экстазе или они испытывают великие страдания. Because the people are all focused on Krishna. Потому что все люди были сосредоточены на Кришне. So the consciousness is completely different. Сознание их совершенно другое. So then one elderly lady was walking by on that road, and he asked her, "Where is the son of Nanda playing today?" И затем одна пожилая женщина проходила там по дороге, и он спросил ее, где сын Нанды играет сегодня? So the lady became very enthusiastic to answer. Женщина сразу же преисполнилась энтузиазма отвечать. Oh, he has gone with his brother out to take care of the cows in the pasturing grounds. Она сказала, он вместе с братом отправился пасти коров на пастбище. But he'll be back later on today, for Но sure. он скоро вернется сегодня, наверняка вернется. Because if he doesn't come back, we'll all die out of disappointment. Потому что если он не вернется, мы же все умрем от горя. Because our lives are completely dependent on him. Потому что наши жизни полностью зависят от него. So you just, he'll come from this road, from that direction. So you just stay here and watch in this direction. For sure he will come from this road. Он вернется по этой дороге, с этого направления. Поэтому ты стой здесь и жди, он наверняка вернется отсюда. So Gopakumar just looked at that road and just stared in that direction.
with one-pointed attention. И Гопа-кумар встал на этой дороге и стал смотреть вдаль полностью сосредоточенный. Vyavasayatmika buddhi ekaha kurunandana bahushaka yanantascha buddhaya vyavasayam. So he was also very peaceful because he had one fixed point of attention. И при этом он был очень спокоен, потому что у него была только одна точка, на которой он был сосредоточен. So if you fix your mind on Krishna also, you'll be very peaceful. Если вы сосредоточите свой ум на Кришне, вы тоже будете очень умиротворены. But when you attain prema, then the peace will go away. Но когда вы достигнете прему, этот мир You'll уйдет. become agitated again, Вы снова станете возбуждены, but not on the material plane. но это уже не на материальном So уровне. Gopakumar was actually agitated, waiting. Where's Krishna? Поэтому Гопа-кумар, он был очень возбужден, ожидая, где Кришна, где Кришна. And all of the people in the whole town were agitated. И все жители этого города были They возбуждены. were not peaceful. Они не были And they умиротворены. started going in that direction to the pasturing ground, to that road, the edge of the town where Krishna would come. И они все пошли по этой дороге в сторону пастбища, к той дороге, по которой должен был вернуться Кришна. And all people came out from their houses. И все люди выходили из своих домов And they started running down the pathway, и бежали по этой дороге, waiting for Krishna. ожидая Кришну. And people, ladies were coming out of their houses not dressed properly, Женщины выходили из своих домов, даже не одетые должным образом, just trying to hold their cloth on as they were просто running. пытаясь как-то удержать на себе одежду. Gopakumar just first he became frozen. His legs wouldn't move. Сначала Гопа-кумар как будто бы окоченел на этом месте, его ноги не могли сдвинуться. By the force of his ecstasy, he became stunned. Вследствие силы его экстаза он окаменел. And then in the distance, he heard some cows mooing. Но затем вдалеке он услышал, как мычат какие-то коровы. And some sound of flute in the И звук far флейты. distance. And he saw on the horizon all of this dust rising up И на горизонте into он the увидел sky. поднявшееся облако пыли до неба. By the power of that sound, all of the trees started dripping sap. И благодаря силе этого звука все деревья начали капать, сап, как сказать, да, начали истекать смолой, Like they were crying. как будто бы они плакали. And all of the creatures in the forest and in the domestic animals in the village also began crying. И все животные в лесу и домашние животные в деревне тоже начали плакать. And all of the people, all of the elder ladies began to drip milk from their breasts. И все взрослые женщины, у них начало молоко бежать из груди. And the flow of the Jamuna stopped. И течение Ямуны остановилось, Because the sound of Krishna's flute creates this result. и все это вследствие звучания флейты Кришны. And all the moving entities stopped moving. И все движущиеся живые существа перестали двигаться. And all of the moving entities, all the non-moving entities begin to move. А все неподвижные существа начали двигаться. Like the trees, they begin to dance. Как деревья, например, начали танцевать. And the stones, they start to melt. И камни начали плавиться. And the Jamuna, which is usually moving, becomes solid. А Ямуна, которая обычно движется, стала неподвижной. And the solid things become liquid, А твердые предметы стали жидкими, like the stones. как камни, например. And even all of the trees, all of the leaves on the trees also faced in this direction where Krishna. И все листья на деревьях тоже развернулись в ту сторону, откуда должен был прийти Кришна. Gopakumar said, I couldn't understand whether that sound of the flute was emitting the most harsh poison or the sweetest nectar. И Гопа-кумар говорит, я не мог понять этот звук флейты. Это что, самый ядовитый яд или самый сладкий нектар? I couldn't tell whether the sound was harsh like a thunderbolt
or soft like water. Я не мог сказать, этот звук суров, подобно грому, или мягок, как вода. I couldn't tell whether it was burning like fire or cooling like the moon. И я не мог сказать, он сжигает, как огонь, или охлаждает, как луна. So I saw some gopis come out of their houses. They were carrying paraphernalia on their head and in some baskets И я to увидел, offer как to the Lord. гопи выскакивают из домов, неся какие-то параферналии на головах и в руках, чтобы предложить Господу. They were bringing arti trays with lamps, flowers, Они несли and подносы для paraphernalia. арати с лампадами, цветами, And on their heads they had baskets of garlands, а на головах они несли корзины с гирляндами, sandalwood pulp, сандаловой пастой and butter. и маслом. So all the women began running in that direction, И все женщины побежали в эту сторону, and they were oblivious to everything else around them. и они были абсолютно безразличны ко всему вокруг. And so they were stumbling along the path, just running in a frenzy. За его and madness. Сталинг? They were running, stumbling along on the path. Раненкос? They were running and stumbling. Means because they're not conscious of how they're walking on the road. They're just thinking of Krishna. So sometimes they. И они бежали по дороге, периодически спотыкаясь и падая, потому что они не понимали, что они делают, что происходит. Some of them fainted on the ground. Некоторые падали без сознания на землю. And some of them stayed in the front of their houses, stunned like trees. А некоторые стояли у порога своего дома, окаменевшие, как деревья. And some of the ladies that had fainted, their girlfriends would come and try to pick them up and say, "Come see him, come see him." А некоторые женщины, которые упали, потеряв сознание, к ним подбегали подружки и пытались поднять их словами «Пойдем, увидим его». They were all absorbed in singing his names Они and были все glories. погружены в воспевание его имени и славы. And they ran to be beside Krishna. И они бежали к Кришне. I also started running as if pulled by someone. И меня тоже как будто бы потащил кто-то за собой. I joined the throngs of gopis who were running on both Я sides of me. присоединился к потокам гопи, которые бежали с обоих сторон от меня. It's kind of like if you ever did parikrama around Vrindavan on Ekadashi. Это как когда вы совершаете парикраму вокруг Вриндавана на Экадаше. Everybody's rushing forward on both sides. Все бегут вперед с обоих сторон. Carried away with the energy of И вас the уносит bhakti. вперед эта энергия. So then we were all rushing to go to his place of arrival. И мы все бежали, и все бежали к месту его прибытия. Then I saw him from a distance. И тут я увидел его издалека. His beautiful flute shone Его and прекрасная sparkled флейта in his hand from the сияла, sunlight. искрилась в его руках на солнце. And he ran forward И он бежал вперед towards me. ко мне. He called his friend, "Oh, Sridama, Он сказал своему just другу: see, «О, Шридама, посмотри, my dear friend is here. это мой дорогой друг The здесь». Sarup, Э, Sarupa, Сарупа. Sarupa, his name. Это его имя было, Сарупа. The person who is the shining sun on the lotus of your dynasty." Это сияющее солнце на лотосе твоей династии. And he saw Krishna. Gopakumar saw Krishna. И Гопа Кумар увидел Кришну. His spiritual name is Sarup. Его духовное имя было Саруп. So Krishna knew him. Кришна знал его, как Сарупа. Krishna was dressed appropriately for the forest. Had kunja, mala, and forest flowers. На Кришне была специальная лесная одежда, Peacock feather on his head. павлинье перо, гирлянды из лесных цветов. And all of his ornaments, his earrings, all jingled and swayed to and fro as he ran towards Все me. его украшения, его серьги, они качались вперед и назад, когда он бежал. His fragrance pervaded the entire area. И аромат его пронизал собой всю эту область. And his beautiful lotus face expanded with a sweet smile. И его прекрасное лотосподобное лицо расплылось от широкой улыбки. His eyes glanced at me mercifully. И глаза его смотрели с такой милостью. He was so beautiful. Он был так прекрасен. And his hands, the fingers of his hands were busy in pushing back the hair from his face. И пальцы его руки были заняты тем, что они пытались отбросить волосы с его лица.
his face, hair, eyebrows, and eyelashes were covered with a thin dust from raised by the cow's hoof. Его лицо, его волосы, его веки были покрыты пылью, поднятой копытами коров. When Krishna has this thin layer of dust on his hair, it makes him look more beautiful. Когда Кришна покрыт этим тонким слоем пыли на волосах и лице, он кажется еще более прекрасным. And he was moving his head like this, moving his hair back. И он так двигал головой, пытаясь отбросить волосы назад. His lotus feet were touching the ground just to bless the earth. Его лотосные стопы касались земли только для того, чтобы благословить ее. He seemed to be dancing as he moved along. Казалось, что он просто танцует, двигаясь по дороге. And he attracted everyone's heart with his very large steps as he ran towards me. И он привлекал всех, совершая эти огромные шаги, приближаясь ко мне. He was an ocean of beauty. Он был океаном красоты. So Krishna came running towards Gopakumar. And Gopakumar was in ecstasy already just by seeing Krishna. Кришна продолжал бежать к Гопакумару. Гопакумар уже был в экстазе, просто видя Кришну. And then when Krishna came right towards him, и затем Кришна подбежал прямо к нему and embraced him around the neck, и обнял его за шею. it was too much Это уже было for слишком для Gopakuma. Гопакумара. And both Krishna and И Gopakumar оба fainted, они, fell и on the Кришна, и ground. Гопакумар, упали без сознания на землю. But all the Brijabasis, they didn't know what had happened. И все браджабаси, они не понимали, что происходит. And the ladies came running forward and thought, what happened? What happened to our Krishna? И женщины выбегали вперед и говорили, что случилось с нашим Кришной? What did this person do? Что этот человек с ним сделал? Who is this person? Кто это? What has he come here for? Зачем он сюда пришел? He's put our life and soul in this condition. Наша жизнь и душа оказалась в таком положении. Oh, look, now, Brijabasis, now we're all killed. О, сейчас у Бриджабаси все мы убиты. Who is this person? Кто этот человек? He must be a servant of Kamsa. Он, наверное, слуга Камсы. So lamenting like this, all the gopis surrounded Krishna began crying. И так, причитая, все гопи окружили Кришну, плача. And then some cowherd men came up from behind. И затем кто-то из And they пастухов also surrounded. выступил. And they began crying. Они тоже окружили Кришну и тоже начали плакать. And this sound of crying was loud enough that it reached the village И этот звук плача of Vrindavan, был настолько громким, что он достиг деревни Вриндавана, where Nanda and Yashoda and Rohini and Balaram and all the other Brijabasis где were. были Нанда, Ешода, Рахини, Баларам и все остальные Бриджабаси. And they didn't know where Krishna was. Они не знали, где был Кришна, And then they heard this sound. и тут услышали этот звук. So then they just got up and they ran out of their house. Тогда они поднялись и выбежали из своих домов. They were stumbling along on the path. Feeling bewildered, they began to, alas, alas. И они спотыкались, идя по этой дороге, и они прочитали «Увы, увы». Following them, the cows and the bulls and the calves and the deer, they all came forward and surrounded Krishna. А за ними коровы, быки, телята, олени, все они подходили туда и окружали Кришну. And seeing Krishna in this condition, they all began crying. И видя Кришну в таком состоянии, все они начинали плакать. The animals' faces were drenched with their tears. И лица животных были покрыты их слезами. And they began to bellow, like make these noises, like as if they were crying. И они начинали мычать так, как будто они плачут. And they were repeatedly smelling Krishna and licking his. И они снова и снова вдыхали аромат Кришны и лизали его. Even the birds in the sky, they came and they circled around, right on. И даже птицы в небе начинали летать по кругу, Looking down. глядя вниз. They couldn't understand what had happened. Они не могли понять, что происходит, But they began to emit sounds as if they were crying. но они начали издавать такие звуки, как будто они тоже плачут, In sympathy for Krishna. испытывая эти сильные чувства к Кришне. So Gopakumar woke up from Гопакумар his faint, пробудился but Krishna от своего didn't get обморока, up yet. но Кришна еще не пришел в себя.
And he got up, he woke up, and he saw all these people around him moaning and groaning and crying. Он поднялся, увидел всех этих людей, которые стояли и плакали, и рыдали. And he felt terrible. He was confused. И он был совершенно сбит с толку. And he didn't know what to do. И он не знал, что делать. So he just grabbed onto Krishna's lotus feet. Он схватил лотосные стопы Кришны и прижал их к своей голове. You can imagine, your first entrance in the spiritual world. Представьте, ваш первый вход в духовный мир. Krishna falls on the ground. И Кришна падает на землю. Devotees think that you're a servant of Kamsa. И преданные считают, что вы слуга Камса. They all start crying. Все начинают плакать. And moaning and lamenting and saying that what has he done to our Krishna? И они все скорбят и говорят, что же он сделал с нашим Кришной? So what else could you do? Что же вы могли бы в таком случае So сделать? naturally and intelligently, he took shelter of Krishna's lotus feet. И совершенно разумно, естественно, он принял прибежище у лотосных стоп Кришны. And then it gave him a very good opportunity to see how soft Krishna's lotus feet are. Это дало ему прекрасную возможность почувствовать, насколько же мягкие лотосные стопы у Because he had Кришны. always heard how Krishna has lotus feet, but now he can experience it directly. Потому что он всегда слышал, что у Кришны лотосные стопы, но сейчас он мог это почувствовать непосредственно. Hare Krishna. So, what time should we stop? We have some little time left. Huh? We can finish. Yeah. Few minutes. Okay, we'll continue. So, then Balaram comes running forward. Затем туда выбежал Баларама. Don't leave yet, please, because Balaram's coming. So, out of Пожалуйста, еще не respect, уходите, поскольку тут сейчас Баларама появится. Oh, Balaram comes running forward because Krishna had run faster and he left Balaram and the others behind. Поскольку Кришна бежал быстрее, и Баларама отстал от него с остальными. So Balaram comes running forward and he sees his younger brother laying on the ground. И Баларама подбегает туда и видит, как его младший брат лежит на земле. In a puddle of, there's mud everywhere because Krishna was crying. И там везде грязь. Сколько Кришна плачет. Хотя глаза его закрыты, но слезы текут по его лицу. И вокруг создается такое лужица грязи. И когда Баларам подбегает, он видит, как Кришна лежит в этой грязи, как будто бы кто-то его ударил. And Balaram's there to protect Krishna. А вы знаете, Баларам всегда защищает Кришну. He felt, this protective mood. У него возникает такое настроение защитника Ватсаля Бхавы. So immediately look back and forth to see if there's any demons there. Он начинает тут же смотреть вперед и назад, нет ли какого-то демона. And he felt bewildered. He cried also. И он чувствует себя сбитым с толку, тоже начинает плакать. О, Кану, what happened? Что случилось? He became bewildered for a moment and cried. И на какое-то мгновение он оказывается сбит с толку и начинает плакать. But then looking back and forth, he quickly understood that there was no demons and no sign of any fight. Но затем, глядя вокруг, он понимает, что не было никакого демона и не видно никаких следов битвы. And then he saw Gopakumara. И затем он видит Гопу Кумара, Sarupа. Сарупу. And then he understood. И да, он понимает. Now I understood. Payatna. Теперь я понял. So Balaram, so then he came to Gopakumar. Затем Баларам подходит к Гопу Кумару. And he forcefully took Gopakumar's hands. И он силой берет руки Гопу Кумара. Gopakumar had released himself from Krishna's grip, because Krishna had gripped him around the neck. So first Gopakumar released himself. Сначала Гопу Кумару он освободился от объятий Кришны, который держал его за шею. And then Balaram took Gopakumar's hand, and he began to clean Krishna's body. И тогда Баларама берет руку Гопа Кумара и начинает очищать тело Кришны от всей этой грязи и глины. And then he took Gopakumar's hands. Затем он берет руки Гопа Кумара и помещает их за шею Кришны, чтобы поднять его. И он начинает взывать к своему младшему брату. Kanu, get up, come on, let's go home now.
Канук, Yashoda Maya is waiting for us. поднимайся, вставай, пора идти домой, Ешода Майя ждет нас. All your devotees are waiting for to see you. Все преданные ждут, чтобы увидеть тебя. Please come, get up. Пожалуйста, поднимайся, Don't lay поднимайся. there. Не надо лежать здесь. So then Krishna's eyes finally opened. Наконец глаза Кришны открываются, And Krishna saw his friend. и Кришна видит своего друга. And he saw Gopakumar, he embraced and kissed him. И когда он видит Гопакумара, он обнимает, целует его. And then he looked back and forth and he felt embarrassed. И затем он смотрит вперед, назад, и он начинает чувствовать смущение. Because he felt that everybody would understand that he was overwhelmed by love for his devotee. Он видит, что все вокруг поняли, что он не смог справиться с чувствами любви к своему преданному. Krishna seemed to receive me like his very close Radnoy Drug. Кажется, Кришна принял меня как очень близкого своего друга, Who he had not seen for a long которого он не time. видел в течение долгого времени. So then he took me by with his left hand, Затем он взял меня своей левой рукой and he began to walk towards the village, и начал двигаться по направлению к деревне, smiling and greeting all of his friends, улыбаясь и приветствуя всех своих друзей, saying, "How are you? спрашивая, как Are you дела? healthy and happy?" Ты здоров, ты счастлив? And he would nod to some and smile to some. И он wave to some. кивает кому-то, улыбается, кому-то машет рукой, And in this way, he кланяется. was greeting everybody as he was coming into the village. Так, входя в деревню, он приветствует каждого. So then they entered into the village. И затем они входят в And деревню, all the forest animals who were following them now could no longer enter. и все животные, которые шли за ними, они не могут идти дальше в деревню. So they were feeling great separation. И они начинают чувствовать великую разлуку. They had been with Krishna all day, Они были с Кришной весь день, but now they had to separate from him. но сейчас они должны расстаться с ним. So they just stood there at the entrance of the village, Они просто останавливаются на входе в деревню, prepared to stand there all night, готовые стоять там всю ночь, just with the hope of seeing Krishna again in the просто morning. с надеждой увидеть Кришну снова завтра утром. So we can see that even all of the birds and all the beasts, they're also fixed in pure devotion to Krishna. Это все лесные птицы и животные, все они также непреклонны в своей чистой преданности Кришне. The birds are more fortunate because they can fly into the village. Птицы, конечно, более удачливы, поскольку они могут залететь в деревню. So they continued getting darshan of Krishna. Они продолжают получать даршан But Кришны. the animals had to stay at the gate of it. Но животные должны остановиться у врат деревни. So they took the cows to the cow barn, to the Goshala. И они отводят коров в коровню, в Гошалу. And after milking the cows, the two brothers went to their home. И подоив коров, два брата отправляются домой. Because Nanda Maharaj was there with them now. Поскольку сейчас там с ними будет Нанда And Махарадж. he told them, "My dear sons, you please go home. Он говорит: мои дорогие сыновья, пожалуйста, заходите домой. Surely you must be tired from wandering in the forest all day. Должно быть, вы устали, гуляя по лесу целый день. So return home." He told Krishna, "Return home with your brother and take your baths. И он говорит: заходи домой с своим братом и прими омовение. I'll look after the cows, don't worry. Я присмотрю за коровами, не So беспокойтесь. don't delay, go now. Не задерживайтесь, идите сейчас. Because otherwise your mother will be angry at me. Потому что иначе ваша мать разгневается на меня And she'll chastise me. и будет меня ругать. So please do what I say and return now." Поэтому, пожалуйста, делайте то, что я говорю, идите сейчас. So Yashoda Devi came out to meet Krishna, Ешода Деви выходит, чтобы встретить Кришну. and her clothing was completely wet И вся ее одежда совершенно мокрая. from the tears and from the milk from her breast. От слез и молока, текущего из ее груди. So together, her and Rohini Devi, they made an arti. И Krishna вместе and Balaram. она и Рахини Деви совершают арати Кришне и Балараме. Karo brajanari le kanchana tali, arati karo brajanari.
So Mother Yashoda, they are also offering a arti on a golden tray to Krishna and Balaram. To every part of their limbs, their Мать arms, Ешода their face, предлагает арати legs, золотым feet. подносом Кришне и Балараме каждой части их тела, рукам и ногам, каждой части. So then she caressed and embraced her son. Затем она обнимает своего сына. And she embraced him and she smelled his head and Она обнимает kissed его him. и целует, и нюхает запах его волос. She couldn't decide whether to keep Krishna on her head to protect him, Она не может решить, следует ли ей держать Кришну на голове, чтобы защищать его, or to keep him at her chest, или держать его в своей груди, or to keep him in her womb. или держать его в своем чреве. In other words, she wanted to just take Krishna inside of her. Иначе говоря, она пытается вообще Кришну внутрь себя You know, поместить. when someone loves someone else very much, sometimes they say, "Oh, I love you so much, I could eat you." Иногда, когда кто-то кого-то очень любит, он может сказать: «Я настолько тебя люблю, я готов тебя съесть». Did you say that in Russian? В России так не говорят, нет? Yeah. So Mother Yashoda wanted to just assimilate Krishna in her. И вот так мать Ешода, она хочет просто растворить Кришну в себе. So Mother Yashoda also embraced and kissed Gopakumar И мать Ешода также обнимает и целует Гопакумара, because she had seen on the road how Krishna embraced and met his friend. поскольку And она with so much видела, love. как на дороге Кришна встретил и отнесся к своему другу с такой любовью. So Mother Yashoda showered her love onto Gopakumar just И like мать her own Ешода son. проливает свою любовь на Гопакумару, подобно ее собственному сыну. So those who are dear to Krishna are also dear to us. И те, кто дороги Кришне, они также дороги нам. That's natural. Естественно. So now we'll stop and we will continue tomorrow. Сейчас мы остановимся What will и happen? продолжим завтра слушать, что же случится. What will happen to Gopakumara? Что случится дальше с Krishna Гопакумаром. is bringing him home with him, Кришна приведет его с собой домой, and he'll have dinner with him, и они вместе пообедают. and we'll hear all the details. И вы услышите все детали этого. What Krishna likes to eat, Что Кришне нравится есть, what does he eat first, что second, он and ест в third, начале, что потом и что в конце. and how his mother, father, and brother all feed him. И как его At the мать, table, отец и братья кормят его за how they столом, sit at the table, как они сидят все за how столом, they bring the trays, and как они how they, приносят подносы, the food is all decorated in a и certain вся way. пища украшена определенным образом. All the details we'll be Все telling you. детали, все это мы вам расскажем. Spiritual prasadam. Это духовный просад. Krishna Bhagavan ki, Jai! Shinanda Nandan ki, Jai! Yashoda Nandan ki, Jai! Gopakumar ki, Jai! Gaur Premanandi. Haribol! Haribo. Jai!